Приземлившись в аэропорту города Кефлавик и оформив оплаченные еще дома прокатные автомобили, отправляемся сразу к первой точке нашего маршрута. Исландия встречает пасмурной погодой. Всего у нас путешествует 6 человек, 3 семьи. В одном автомобиле 4, во втором автомобиле 2. Автомобили — это 2 замечательных белых Renault Duster. Первая точка нашего маршрута — так называемый мост между Америкой и Европой. Это разлом 2 тектонических плит североамериканской и евразийской. Вот так легко по мосту можно перейти с одной плиты на другую. Гунухвер — это высокоактивная геотермальная зона грязевых бассейнов и выходов пара в юго-западной части полуострова Рейкьянес. Как гласит легенда, зона Гунухвер была названа в честь сердитого женского призрака Гудрун, чей дух попал в ловушку, сделанную священниками еще 400 лет назад. Дымящаяся зона имеет жутковатый вид и очень сильный запах серы. Температура воды может достигать 300 градусов. На следующем видео вы услышите, что такое Гунухвер. Большой кипящий чайник. А из нашего окошка Рейкьявика видно немножко. Заселились в отель. Апартаменты 3-комнатные. Сейчас пойдем погуляем. Вышли в город, дошли до самого узнаваемого символа Рейкьявика и, наверное, вообще всей Исландии. Это лютеранская церковь Хаттргримскирья. Это здание 4-е по высоте здания в Исландии. Церковь названа в честь поэта и духовного лидера Хаттргримюра Петерсона. На побережье располагается авангардная скульптура Sun Voyager, солнечный путешественник. Выглядит скульптура как массивное сооружение в темных тонах, напоминающее остов корабля викингов. Выполнен это уникальный памятник из стали, что придает ему особую брутальность. Солнечный путешественник был установлен в Рейкьявике в 1990 году. Автором данного произведения является исландский художник Йон Гуннар Арнсон. Неизменно эта скульптура привлекает множество туристов. Концертный зал и конференц-центр в Рейкьявике Харпа привлекает своей необычной архитектурой. Изначально проект задумывался как отель, ресторан, парковка, головной офис исландского банка Ландсбанк. А мы же отправляемся в свои апартаменты. Завтра нас ждет тяжелый день и самые достопримечательности Исландии. Рано утром следующего дня мы доезжаем до первой точки нашего маршрута. Это кратер на озеро Кирит, расположенный на юге Исландии, близ города Селфос. Оно расположено на популярном туристическом пути, известном как Золотое кольцо. Это одно из нескольких кратерных озер западной вулканической зоны Исландии. Эти озера появились в вулканических кратерах, образовавшихся при движении коры над горячей точкой. Гуляем вокруг озера. Немноголюдно. По информации, здесь должен был быть платный вход, но на парковке в будке охранника никого нет, поэтому мы спокойно проходим. Все хорошо отдохнули, из-за разницы во времени мы выехали на 2 часа раньше, поэтому в нашем маршруте появилась еще одна точка – Большой гейзер. Мы в долине Хейкадалер. Долина интересна своими многочисленными гейзерами, среди которых знаменитый гейзер или Великий гейзер. Гуляем по долине. Везде попадаются вот такие источники
кипящей, бурлящей водой с температурой больше 100 градусов. А вот и знаменитый Великий Гейзер, название которого произошло от исландского глагола, означающего прорываться, и дало название всем прочим гейзерам мира. Нам посчастливилось увидеть, как он выбрасывает тонны воды. Исландия — это не только остров вулканов, гейзеров и ледников. Кроме них, тут есть еще множество водопадов, и все они чем-то удивительны. Например, самым красивым водопадом Исландии является Гюдельфосс, Золотой водопад. Кроме того, он считается одним из самых полноводных не только в Исландии, но и во всей Европе. Питает водопад река Хвита, Белая река. За последние 10 тысяч лет она промыла глубокий каньон длиной 4 километра. Такое название река получила не зря, поскольку белая пена, образующаяся на поверхности этого бешеного потока, окрашивает воду то в лазурно-голубой, то в прозрачно-серый цвет. Водопад Сельяландфос – один из самых красивых и известных водопадов в Исландии. Несмотря на то, что водопад не является большим по размерам, всего около 60 метров, посетить его стоит только ради красоты. Тем более, что интересная форма скалы, с которой он падает, вода, позволяет посмотреть на водопад со всех сторон. За водопадом пролегает тропа, можно пройти кругом. Зимой водопад приобретает совершенно другое очарование. Однако зимой есть большая вероятность, что тропа за водопадом будет сильно обледеневшая, значит ее закроют для посещения. Сейчас мы как раз обходим водопад с другой стороны. Глюфрабуй. Водопад также называют секретным. Он хоть и располагается недалеко от водопада Сельяландфос, но к нему ведет узкая тропа по скользким камням через ущелье. Не все отважатся до него добраться. Скогофос – водопад, который невозможно пропустить, проезжая по Золотому кольцу Исландии. Этот водопад видно издалека, и зря его изображение является одной из визитных карточек и символов Исландии. Ширина водопада 25 метров, высота падения воды около 60 метров. Водопад безусловно впечатляет своей мощью и красотой. Наверх водопада можно подняться по лестнице, состоящей из 370 ступеней. Вы будете вознаграждены впечатляющим видом на побережье Южной Исландии. Вот он, тот самый знаменитый исландский самолет, разбившийся на пляже. Наконец-то мы до него дошли. Парковка, ну где-то ее там не видно, она где-то там, за горизонтом. Пойдем поближе.
24 ноября 1973 года самолет ВМС США из-за внезапного ухудшения погоды выполнил аварийную посадку на пляж в Южной Исландии. Удивительно, но все в самолете пережили катастрофу. Весь экипаж остался жив. Хозяин земли закрыл доступ к самолету на машине из-за небрежных туристов, которые гоняли по пляжу на внедорожниках и разрывали землю. Вик – самый южный город Исландии и место нашей первой ночевки в кемпинге. Вик знаменит своими черными пляжами с черным песком, а также базальтовыми колоннами. Мы в Исландии, город Вик. Сейчас раннее утро, 5, может начало 6. Вот это наш кемпинг. Первый. Вот такая здесь красота. Там море. Будем варить гречку. Кофе уже стоит. Мыс-Дирхали является небольшим полуостровом на южном побережье Исландии. Он славится своей выдающейся естественной скальной аркой. С мыса Дирхали открываются прекрасные виды на пляже с черным песком вокруг деревни Вик. Мыс Дирхали также является птичьим заповедником. Каждый год тысячи посетителей и любителей птиц стекаются сюда, чтобы увидеть тупиков в своей естественной среде обитания. Наша первая дорога оффроуд. Мы на пути к заповеднику цветных скал. Также у нас впереди еще будут первые броды через небольшие ручьи и речки. Вот так мы преодолеваем броды. Рено не подкачал. Единственное, в какой-то из одной рек у нас смыло передний номер. Да. Кемпинг – место стоянки и начало всех треков маршрутов. Цветные горы Ландманналаугар. Палатки ставятся прямо на грунт, но благодаря замечательным самонадувающимся коврикам, приобретенным заранее, нам спалось комфортно. Очередное место в Исландии с непроизносимым названием. По-нашему цветные горы. Но мы до них еще не дошли, но вот уже часть красот вы можете уже увидеть. Вот это и называется цветные горы. Ландманналаугар часто в русскоязычных источниках это место называют цветные горы, хотя с исландского названия переводится как земля источников. А вот уже возле этих термальных источников расположились риолитовые цветные горы. Пошел дождь, уже 8-й раз за сегодняшний день. Ну и уже не обращаешь на него внимания. Идешь, кругом красота. Ну вот мы, собственно, на вершине какой-то безымянной горы. Хотя она, может быть, как называется. По-исландски все равно не выговоришь. Внизу лавовое озеро. Вон там где-то наш кемпинг в долине. Сейчас мы пойдем обратно. Образованы эти горы из вулканической породы – риолит, по составу похожий на гранит. Они содержат все вкрапления разных минералов, которые, взаимодействуя с водой и кислородом из воздуха, окисляются, и поэтому эти горы имеют великое множество цветов и их оттенков. Пар, поднимающийся буквально из-под ног
когда идешь по тропе, не дает забывать, что ты находишься в краю горячих источников. Местами даже очень тепло идти. Мы спустились к лавовому полю, которое видели с вершины горы. Место потрясающее. Вот такая вот естественная сауна, баня, ванна, не знаю, как ее назвать. Вообще крутая штука. Из одного ручья бежит чуть теплая вода, из другого прямо горячая, градусов 50. И получается очень хорошо. Вот так вот мы едем по грунтовой дороге. Это еще можно сказать автобан. В дальнейшем, когда мы будем подниматься на вулкан, там дорога будет вообще как ребенка. Вот так отдыхают суровые российские туристы в Исландии. Идет мелкий дождь, но кофе очень хочется. Мы в каньоне Фьядраглуфур. Это одно из самых красивых мест в Исландии. И еще, между прочим, здесь снимали несколько эпизодов «Игры престолов». Это красивейший каньон со сложно произносимым названием, расположен на юго-востоке острова. Укрыт пышной растительностью и буквально уносит туристов в сказочное путешествие. В некоторых участках глубины достигает до 100 метров, а его длина составляет около 2 километров. Пешеходные тропы вдоль края каньона открывается потрясающий вид на равнины и ледниковые потоки, спокойный, тихий, чистый, умиротворяющий уголок природы. Мы вновь в пути. Вот так выглядит кольцевая дорога, пролегающая вокруг всего острова. Это, пожалуй, единственная асфальтированная дорога. Все остальные дороги являются грунтовыми и имеют обозначение оффроуд. Допуск на них разрешен только на автомобилях формата 4х4. Мы в национальном парке Скафтафелль. Он знаменит своим одноименным ледником, а также так называемым черным водопадом Свиритофос. Национальный парк основан 15 сентября 1967 года, после чего его границы дважды расширялись. На его территории находятся долины, горы, ледники и вулкан Лаки. Ландшафт аналогичен ландшафту Альп, однако он сформировался тысячелетием под влиянием огня. Водопад Свартифос, он же черный водопад. Водопад падает с высоты 20 метров с утеса, который окружен с обеих сторон высокими черными базальтовыми колоннами, напоминающими трубы гигантского органа. Проезжая по дороге, можно увидеть, как ледник подбирается совсем близко. Завораживающее и красивое зрелище. Мы отправляемся на экскурсию по ледяной лагуне Jökulsárlón на катерах Зодиак. Пройдя инструктаж и получив водонепроницаемые комбинезоны, мы стали похожи на астронавтов, покоряющих неизведанные миры. Вот сейчас мы видим, как предыдущие группы возвращаются с экскурсии. Скоро предстоит и нам. Ледяная лагуна – одна из самых популярных достопримечательностей Исландии из-за ее красоты. Ледниковая лагуна образовалась естественным образом, из воды, поступающей из ледника, и лагуна становится все больше с каждым годом, а ледник постоянно уменьшается.
Озеро становится более впечатляющим, поскольку оно увеличивается в размерах, зато ледник заметно уменьшается, демонстрируя последствия глобального потепления. Мы продолжаем свое путешествие. На пути к водопаду Хенгифос нас встречают местные жители. Водопад Хенгифос. Третий по высоте водопад в Исландии. Его высота составляет 128 метров. Окружен базальтовыми породами, которыми располагаются тонкие слои красной глины. Область вокруг водопада является одним из наиболее популярных мест для пешего туризма. От парковки до водопада можно дойти за 40-60 минут. Мы на пути к кратерному озеру Эскиватан, которое располагается в кальдере вулкана Аски. Пейзажи космические, инопланетные. Недаром ландшафты Исландии славятся у кинематографистов. Здесь снимались многие знаменитые фильмы, например, «Обливион». Вулкан Аски является действующим стратовулканом. В его кальдере расположены озера Эскиватан, являющиеся самым глубоким в Исландии до 220 метров, и геотермальное озеро Вити. Озеро Вити с исландского переводится как «ад» из-за сильного запаха серы. Сегодня мы ночевали вот в таком вот замечательном кемпинге. Кругом природа, красота, уютные домики на 3 комнаты. Каждый домик 3 отдельных комнаты со всеми удобствами. Водопад Готафос или водопад богов – один из самых известных водопадов Исландии. Это один из самых впечатляющих водопадов в стране, падающий с высоты 12 метров в ширину 30 метров. Водопад широко известен благодаря истории Исландии и отказа от язычества. Из города Акюрейри, являющегося 4-м по величине городом в стране в северной части Исландии, мы отправляемся по Эйяфьорду на экскурсию смотреть китов в их естественной среде обитания. Забегая вперед, китов мы так и не увидим. Термальные источники на озере Миватан. Место менее пафосное, чем Голубая лагуна в пригороде Рейкьявика, но не менее примечательное. Набережная города Кефлавик. Это 50 километров от Рейкьявика. Здесь находится международный аэропорт. Покидаем эту прекрасную страну через несколько часов. Гуляем.
Ну что ж, на этом все. Вот так выглядел наш круговой маршрут. Со всеми точками и полезными ссылками можно ознакомиться в описании к этому видео. Также подписывайтесь на мой канал. Всем хороших путешествий и ярких впечатлений. Пока-пока.